В предыдущей серии мы забросились в зону ночью, перешли уж вброд и направились к колхозному двору села Стечанка. По пути мы поспали на чердаке, душевно посидели в лесу в компании коньяка, сала и сушеных опарышей и к вечеру дошли до нужного места. Исследовав элеватор и побегав за лошадьми, мы заночевали в антуражном коровнике, чтобы утром выдвинуться на кладбище техники Буряковка. Ночка выдалась, конечно, мега холодная. С рта шел пара, значит температура воздуха была где-то меньше 10 градусов. Делаем кофеек и выдвигаемся на Буряковку. Там в пакете вкусняшки, кто хочет, берите. Вот мне кажется, я так периодически слышу фырканье лошадей в той стороне. Тебе Так вполне может быть. Вот реально, уже второй раз где-то за 5 минут услышу. Что ты слышишь? Иди давай. Ты здоровый самый. Так а где лошадь вы видите? Прямо. Да ладно. Фыркал, слышишь? Я не вижу его. Выруби белый свет, не пались. А вот ходит. Пошел нахуй, блядь. Тихо, где он? А Ну, вот. прямо. Вот прямо. А нам куда идти? Направо. Ладно, я вырубаю свет и пошли. Нет, давай лучше, когда лошади пройдут. Это вот он спереди стоит? Он не пройдет. Это его территория, он будет тут кругами ходить сутки, пока мы не уйдем. Он тут не один, поэтому аккуратно. Вот они далеко. Видишь, уже 2 пары глаз. Где? А вот прямо куда свечу. Я не вижу. Вот, пальцем показываю. Их там двое? Да, 2. Я глаза не вижу светящиеся. А ты присмотрись. В темноту присмотрись. Да, вижу. Ну, метров 150. Ладно, Ага, пошли. и дальше сейчас, по-моему, похоже будет. Бобр, проверка связи. Приближаемся к Буряковке, поэтому ведем себя максимально тихо. И нам по-хорошему нужно управиться за 10 минут. Можно и 15, но лучше лишний раз не рисковать. Сейчас мы будем врываться уже на территорию и будем обходить камеры. Будем обходить всю территорию по периметру, чтобы нас не спалили еще с поста, чтобы не приехал сюда наряд. Ты знаешь, где все камеры, да? На подходе. Фона пока еще нету. Фон пока еще в норме. Резко вырос фон.
Резко вырос фон. 8,5. 8,5 фон. Резко вырос. 8,5 было. Это в том месте, видишь? Мы отошли буквально 1 метр и сразу фон упал. Только что был 8,5. Сейчас 20,77, 10 раз меньше нужно. Погнали. Там уже около 2000. Да. А, так это 1000 умножить. Бачу камеру. Настроено, бачиш? Все, нас уже видят. Все, это запалим. Да. Тихо. Давай, быстрей. Нас в любом случае здесь бы спалили. Да мы уже перед камерой. Камеры смотрят на радиоактивную херню. Она вперед. Тихо. Спокойно. Капец, Джокера убрали. Офигеть. Короче, давайте бегом. Вот это облом. Мы шли к Джокеру, а его взяли и убрали. Ну как так? Наверное, в музей перевезли. Слушай, может его на АТП-2 в Припять перевезли? Кстати, по-моему, да. То есть мы его, может, еще найдем. Сука, резко сердце. Кстати, как юзать? Вот насколько разнится фон буквально от метра к метру. С большой долей вероятности Джокера перевезли на АТХ, который в Припяти находится. Там создают новый музей. Мы туда и так собирались. Так что, я думаю, Джокера мы еще увидим. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Раньше все ходили на кладбище техники в основном ради Джокера. Но так как его отсюда убрали, то и мы будем потихонечку отсюда валить, дабы лишний раз не палиться и не рисковать участью всего похода. Мы пробыли здесь 11 минут, поэтому пора уходить. Отошли немного в лес и слышим то, что на векторе активизировались собаки. Непонятно, конечно, кого они спалили, но они гавкают, причем очень так серьезно. Такое ощущение, что... Тихо. Это уже машина едет. Но далеко. Едет машина. Ну не знаю, надеюсь, нас не заметили, хотя если и увидели, то я думаю, мы уже довольно-таки хорошо скрылись. Поднимай, как раз там едет машина, ты сейчас, может, машину запалишь. Сейчас еще будем запускать дрон, просматривать с высоты эту территорию. Возможно, увидим патрули и как-то их обойдем.
ПЗРО «Буряковка», пункт захоронения радиоактивных отходов, это последнее кладбище техники, которое осталось после ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Как вы видите, техники здесь осталось совсем немного, и состояние у нее не самое лучшее. Визитную карточку Буряковки, Джокера, к сожалению, отсюда убрали. Основную часть могильника занимает вот это поле, где расположено 30 траншей могильников под твердые радиоактивные отходы первой и второй категории. В них захоранивают отходы и по сей день. Рядом расположен «Вектор» – комплекс, обеспечивающий захоронение и хранение радиоактивных отходов, поступающих от любых украинских промышленных и научных предприятий, на которых образуются радиоактивные отходы. Большая их часть поступает от функционирующих атомных электростанций Украины, а также Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения ЧАЭС. А теперь быстренько слаживаемся, уходим, потому что дрона было слышно 100%, ветра нет. Мы его слышали на высоте 200 метров, и в 100 метрах от нас его было хорошо слышно. А значит, и сторож или кто там еще есть на кладбище техники 100% дрон слышали и, скорее всего, об этом сообщили. Я достаю сало и острый соус. Ну и от казина, как не откажусь, с финиками. Одно другому не мешает. Достаньте мне эту иголку, знаете, Ну давай, если она рядом. У меня просто тоже есть, но надо... сверху. Пока все не съешь, и за стола не встанешь. Договорились. Нашел, кому вызов бросить. Нужно разложиться и поспать. А эти галетки, крекеры вот эти. Со сгущенкой шоколадной. Да, І без шоколадний, а Под чайок. кофейний. Вона навіть без цього йде, і з обичною згущенкою підуть варити. Я це ще, кстати, вдома знайшов печеньки такі здорові, туди товстий слой цієї вареної згущенки коричневої і другу печеньку зверху. І як? Бутербродики виходять. Вот он меня даже только что чуть-чуть обрадовал. Кто обрадовал? 115. Не радуйся. Может, он просто услышал твои слова по поводу соцподдержки и решил тебя поддержать? Наебать. По большому счету. Нам 9 по трассе, да? Да, а прикинь, такое он рассказывает, нам там 15 только по трассе. Такие прошли километр, бац, и пришли. Вот ты бы обрадовался. Когда бы думал, что нам еще 20. Ну, по-хорошему сразу скажи, что 30 идти, а потом через передач через 15, и все будут довольны. Если ты ему скажешь 30, я скажу, нахуй лягу под дерево спать. Мы уже прошли 100 метров, блядь, я считал. А где этот острый соус? Ты уверен? Это я так совсем чуть-чуть. Ну ты его багато не наложишь, бо хлеб маленький. А ну тяни сало сюда, в ту сторону. Сколько тебе давать? Давай 2. Раз. 2. Ну, спасибо. Да, это теперь наш новый проект. Мы будем в зоне выращивать финиковую плантацию. Берем вот так вот финичек, ложим и закапываем. Спустя 3 года тут все будет в финиках. GG. Кока-кола. Пол-8 утра, завтракаем коньяком, закусываем финиками и готовим порчик. Трёшь? Сколько закипятим, столько пуэры будет. Раз. Командировка. Я говорю, а командировочка не в Сирии была? Нет. Предположительно, одна из причин, почему хотят ввести уголовку за посещение Чернобыльской зоны, это для того, чтобы сталкеры не снимали, как рубят и вывозят Чернобыльский лес.
Друзья, в закрепленном комментарии будет ссылка на видос Вадима. Он тоже снимает на классную камеру, будет такое же классное качество, но монтаж и подача будут немного отличаться, поэтому уверен, несмотря на то, что видео с того же похода, вам будет не менее интересно его смотреть. Переходите, подписывайтесь, передавайте от меня привет. Также напомню всем жителям Украины, что в описании вы найдете крутой промокод на 15% скидку в моем интернет-магазине. Переходите, выбирайте, буду рад вашим заказам, ведь все они это непосредственно прямая ваша поддержка моего канала и тех путешествий, в которые я либо уже отправился, либо планирую отправиться. В общем, все подробности будут в описании, заглядывайте. Вдалеке, к сожалению, увидели людей прямо на дороге. Это, скорее всего, лесники, потому что слышали звук бензопилы. Поэтому приходится сходить в лес от греха подальше. Ну видишь, это в черной какой-то форме были люди. Ну тупо черные силуэты стояли. Ну да, я тоже видел, что черный. Ну это работники, наверное. Я не думаю, что сталкера прям в черном будут ходить. В черном. Мы видели. Еще в черных кепках, в черных балаклавах. Да. Они косят под нацгвардейцев. Под форму даже не нацгвардейцев, а больше полиция. За что их могут выебать? Даже с шевронами ходили. Вот мы когда были на Волхове, ребята ходили тупо в ментовской форме, да? Полицейских, Ну, по-моему. в полицейской форме. Черная. Черные, такие же штаны, все. Такие же софтшеллы, кепки и шевроны. Да, ну вот так вот опасно, конечно, попадаться на такие встречи. Просто знаешь, что не хочу подлепку? Вон там вот сейчас вольер будет. Ну а надо. Пизда сколько. Поэтому можем вот так вот по лесу их обойти и вернуться на дорогу. Мы можем по лепке обойти метров, ну где-то километр. И вернуться, но... Потому что я уже вон вижу по зарослям, что Давай там посмотрим, какая там дорога под лапкой будет, потому что... дорога вон, посмотри, заросли, все в вольерах. Давай дойдем, посмотрим. Ты же сам знаешь, что под лапкой чаще всего нормальная дорога, потому что там чистят. К сожалению, такие участки не всегда получается обойти. В данном случае Чистогаловское пятно около 3 километров протяженностью. И самый оптимальный вариант — это как можно быстрее его пробежать. Вот в данный момент превышение фона примерно 10-15 раз. Это опасно, если находиться в таком фоне долгое время. Например, остаться заночевать в лесу или работать в таком лесу. Ну а если пробежать этот участок быстренько за час, то по сути ничего опасного в этом нет. Что ты смотрит такой? О, в атаку нахуй. В атаку стал. И не вот так. Как-то нет, вон у него зубы видно, он крешний. Давай ему кровососку отдадим как.
Это прекрасное чувство, когда после нескольких дней пути, сложных переходов, ты наконец-то доходишь к родному дому под Припятью и понимаешь, что в ближайшие несколько дней мы будем жить в шикарных условиях по меркам Чернобыльской зоны. Ну что, привет, дом, милый дом. Как ты тут без нас поживаешь? Посмотрим, как там наш схрон. Целый или не целый? Был ли здесь кто-то за 4 месяца? Вроде бы никого не было. Я, конечно, в походах так еще не кушал. Как бы не хотелось посидеть, отдохнуть, выпить коньячку и закусить чем-нибудь вкусненьким. Но у нас закончилась вода, поэтому, как ни крути, но нам нужно идти к реке за водой и пополнять запасы. У меня в рюкзаке порядка 10 полуторалитровых пустых бутылок и еще 2 баклажки 5-литровые несет впереди бобер. Но в этом есть один очень положительный момент. Сейчас лето, а значит вода в реке теплая, и это возможность искупаться и помыться, что осенью, весной и тем более зимой в зоне сделать практически невозможно. Для меня летом немножко непривычно быть в зоне, потому что все вокруг похоже на джунгли. По сравнению с весной, с осенью, все заросшее, я не знаю, раза в 3, наверное. Вот в чем минус лета. Река подсохла и подход к ней сильно зарос. Но у нас выбора особого нету. Надо будет сейчас прорываться, как-то набирать воду, пробовать купаться. Еще и дождик пошел. Будни сталкерских походов. Чтобы вы поняли, каково после 2 дней пути купаться под дождем в Чернобыльской зоне, это охуенно. Такое ощущение, что в меня влили несколько эликсиров выносливости и энергии. Самочувствие просто офигительное. Рецепт сталкерского супа. Все, что нашли в схроне, кидаем в один котелок, и получается самый вкусный суп, которого на большой земле сварить не выйдет. Так, начнем с 3 кубиков галины бланки. Немного морковки. Сушеный болгарский перец. Сушеный лук. Сушеные помидоры. Лавровый листик. Говяжий фарш.
Берем деревянный черпак и мешаем это в варево. Полтюбика томатной пасты. Милипиздрический тюбик табаско. И секретный ингредиент – пачка Ролтона, пролежавшая в схроне 3 года. Ох, запахло-то как Ролтоном стареньким. Я думаю, Гордон Рамзи нервно курит в сторонке. Пробуем. Первый тест готового продукта. Слушай, прикольненько. Томатная паста и помидорки дают такой томатный вкус. Не, ну это минимум 2 звезды Мишлен. Ну это минимум, как бы. И остринка легкая чувствуется. Вот. Не зря добавили табаско и шрирачи. Ребята, пользуйтесь рецептом, как бы мне не жалко. Сталкерский суп. Эксклюзивный рецепт авторский. Бобр, как суп? Шикарно. Хорошо да мало. Я уверен, что этот суп точно самый вкусный в Чернобыльской зоне. Так, последний, кто еще не пробовал, давай. Жиденькое всегда хорошо. Весьма не дурно. Где стриночка есть? Хорошо. Отлично. Не у каждого сталкера, кстати, такой стол. Поэтому я думаю, нам прям конкретно повезло в этом походе. Это просто бобриная школа. Потому что в зону, как говорит бобер, в зоне нужно отдыхать, а не страдать, правильно? Так и да. Ага, когда он мне говорит, пиздячить 50 километров, говорит, каждый сталкер должен страдать. Ну, сегодня мы хорошо настрадались, поэтому нужно хорошо и покушать. Ребят, и самое главное я сказал, что суп не получится без одного главного ингредиента. Вода должна быть с речки. Можно с Припяти, можно с любой другой, которая в Чернобыльской зоне. Чтобы такая мутная была, болотная, вонючая, профильтрованная, но все равно вот это вот привкус тины, он дает неповторимый привкус самому супу. Поэтому без этого ингредиента никак. На улице стемнело, и мы готовимся к ночному рейду в Припять. Вначале мы планируем посетить подвал медсанчасти, хотя в предыдущих походах мы не собирались туда идти, но в этот раз мы все-таки решили пойти, но не для того, чтобы смотреть вещи пожарных, ведь это, ну если по-честному, это большой баян, их видели практически все, их снимали все, и видео из этой комнаты на ютубе больше, наверное, чем нужно. Нам интересно исследовать весь подвал, ведь на самом деле он очень большой, и нам кажется, что мы можем найти там что-то интересное помимо комнаты с вещами пожарных. И после этого нам нужно забрать схрон, который для нас сделали в Припяти, с вкусняшками. Состав позже покажу. Забирать его нужно именно в темное время суток.